Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Особенно приветствую в этом видео я скорпионов. Этот прогноз на сентябрь будет именно для них. Уважаемые скорпионы, устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее. Мы рассмотрим общую атмосферу сентября, сферу работы, финансов, личную жизнь и совет предостережения. Будет одна общая позиция, выбирать ничего не нужно. Итак, общая атмосфера для скорпионов в сентябре. Ух ты, непростой будет месяц. От чего-то придется избавиться. На чем-то придется поставить точки. Но эти точки будут вам на пользу. Преодоление трудностей, избавление от всего ненужного несет вам открытие дорог в такой более положительный период вашей жизни. Карта солнышко — это всегда про счастье, это всегда про радость, про движение вперед. Здесь могут отыгрываться дальнейшие поездки, переезды, возможности, которые открываются для вас вот именно в новом каком-то направлении, более продуктивным и перспективным для вас. Но для этого придется преодолеть трудности и отказаться от того, что является своего рода балластом. Давайте посмотрим, в чем же это в большей степени будет отыгрываться. Сфера работы. Что у нас ждет здесь? Сфера работы. Восьмерка кубков. Вот вы знаете, для многих здесь отыграется именно смена места работы, либо перемена формата работы. Но это будет у вас больше по собственному желанию. Это не то, что вас попросили уйти. Это то решение, которое вы приняли самостоятельно. Могут отыгрываться командировки, могут отыгрываться переходы на новое место работы, либо в другой филиал текущего заведения, текущего учреждения. Но все это вам будет по душе. Во многом здесь будет задействована мужская фигура, это скорее всего, хотя как мужская, так и женская может быть задействована. Здесь те люди, которые с вами, вот, как знаете, как в одной связке, то есть с их подачи вы движетесь к каким-то новым берегам. И это будет ваш выбор. Вы вполне можете принять это решение, либо поменять это решение, потому что те люди, с которыми вы будете взаимодействовать, они заинтересованы в вас. Вам интересно также взаимодействовать с ними. И то взаимодействие, которое будет у вас с ними происходить, да, вот с этими людьми, которые, собственно, будут задействованы в новом формате работы, это все для вас очень выгодно и интересно. Потому что по факту здесь у вас как будто некая такая самостоятельность, автономность намечается. Если работа по найму, то здесь скорее как свой кабинет. Если же работа на себя, то здесь, знаете, вы как компаньоны больше можете отыгрываться. Если же вы уже работали на себя, вы уже являетесь начальником, руководителем, то это скорее ваши компаньоны, которые будут способствовать тому, чтобы вы работали в некой такой коллаборации. Но, собственно, ваша автономность, она не будет нарушена, она будет, наоборот, как-то подкреплена их поддержкой. Потому что, повторюсь, и вы, и они заинтересованы в таком продуктивном взаимодействии друг с другом. Поэтому в сфере работы, да, здесь перемены. И перемены, нужно сказать, что к лучшему. Здесь прям вот прогресс. А что с финансами? Меняется источник дохода. Действительно меняется источник дохода. И есть тенденция к увеличению прибыли, к росту дохода. Но здесь вот вы знаете, не то, что сразу, да, вот в сентябре, 1 сентября там совершились эти перемены, 2 сентября вы озолотились. Семерка пентаклей — это карта ожидания, это карта наработок. Здесь нужно время для того, чтобы вот эти плоды созрели. Поэтому обязательно будет увеличиваться ваш доход. Соответственно, здесь будут какие-то новые либо источники, либо форматы начисления этого дохода. Но все, опять же, только в лучшую, в продуктивную сторону. И вас это будет вполне устраивать. И приведет это вас, конечно же, к стабильности. И посмотрите, какая прекрасная карта императрицы. Сможете себе позволить абсолютно все. И саженцы, и яхту.
А то есть выражение, то, что яхту нужно покупать в молодости, по глупости, а то в зрелом возрасте все деньги на саженцы уходят. Вот здесь как раз про то, что хватит абсолютно на все. А давайте посмотрим личную жизнь теперь. Что же скорпионов в личной жизни ждет? Романтика и трансформация. Так, непростой период, когда женщина должна принять решение о том, что важно сохранить то, что ей дорого. Здесь могут, знаете, подстерегать разного рода вас искушения, потому что принц кубков – это всегда про желание эмоций, это всегда про обилие какой-то вот романтики, которая может скружить голову. И эта романтика, она может водить вас вот по тонкому льду, по лезвию ножа. Тем не менее, вам удастся трансформировать ситуацию в отношениях в такое русло, что вы сохраните то, что вам дорого. Вы сумеете уберечь от разрушения то, что вам действительно важно и значимо. И вот вы знаете, вот и гора, и коса – это такие сложные карты, которые сулят избавление от всего лишнего и преодоление трудностей. И данное сочетание, оно может отыгрываться и в сфере работы, когда вы идете к новым берегам, оставляя позади все, что уже не актуально, и в сфере личной жизни, потому что вам придется избавиться и от искушений, и от каких-то вот таких вот лишних моментов, от той мишуры, которая действительно препятствует вашей стабильности. Может наблюдаться влияние третьих лиц, причем здесь как мужские и женские фигуры могут влиять, и те, и другие. Но тем не менее, вы выстоите, через трудности вы пройдете, действительно избавитесь от всего лишнего, от всего ненужного, и на горизонте воссияет солнышко. Пройдете через трудности, сохраните то, что вам нужно. Не вижу пока такого движения вперед. Здесь все сводится к тому, чтобы навести порядок, расчистить вот именно пространство, да, выбросить весь мусор. Будет непросто, но результатом останетесь вы довольны. Давайте посмотрим, к чему стремиться. Действовать нужно очень осторожно, очень осмотрительно и держать руку на пульсе, понимать, что все здесь в ваших руках. Да, от чего-то придется отказаться. Пятерка пентаклей – это такое состояние, когда мы вот что-то отпускаем, что-то тратим. Возможно, здесь денежные расходы будут. Возможно, здесь отказ от каких-то возможностей более таких мелких в пользу более крупных. И порой придется пересмотреть свои взгляды на то, как вот вам хотелось бы. Действительно, нужно не бояться пересмотреть возможности дальнейшего движения вперед, потому что вы могли рассматривать один вариант маршрута, а придется двигаться совсем по-другому. И всегда нужно уметь увидеть эту возможность, которая позволит вам пересмотреть изначальные ваши какие-то планы. Всегда смотрите на ситуацию с той позиции, что стакан наполовину полон, а не наполовину пуст. Обязательно важно стремиться к той цели, которую вы изначально наметили. И действовать здесь нужно, руководствуясь разумом, а не эмоциями. А чего остерегаться, давайте посмотрим. Остерегаться. Подмены понятий. Справедливость, дьявол. Карта башня. Здесь в результате каких-то хитрых ходов, в результате хитрых вот этих вот подковерных игр может совершенно внезапно рухнуть то, что, казалось бы, уже достигнуто. Поэтому важно очень осторожно и осмотрительно действовать во всех ситуациях и остерегаться тех моментов, когда вам хотят навязать ложное мнение под видом истинного, и сами старайтесь избегать тех моментов, когда вам придется подменять понятия истинные на ложные, потому что это может стать причиной вот как раз-таки краха и разрушения. Вот такой получился у нас прогноз для скорпионов на сентябрь. Непростой будет месяц, но, честно говоря, очень полезный, очень продуктивный, в первую очередь в сфере работы и финансов. И что касается личной жизни, здесь, конечно, некая такая реконструкция, она
потребует определенных энергетических затрат и вложений, но этот порядок его нужно было навести, нужно было избавиться от всего, что мешает и доставляет трудности, потому что именно расчистив пространство в отношениях, в семье, в личной жизни, вы поймете, что на самом деле вот какие-то истинные ценности, они становятся на первый план, они выходят на первое место всегда. Вот такой получился у нас с вами прогноз. Я благодарю всех за просмотр. До встречи с вами в новых видео.